Активы Романа Абрамовича на острове Джерси превратились в заложника войны нервов между миллиардером и британской системой правосудия. Замороженные 5,3 миллиарда фунтов уже 4 года лежат мертвым грузом, а теперь эта история выходит на уровень Европейского суда по правам человека. Все началось в 2022 году, когда Лондон внес Абрамовича в санкционный список сразу после начала боевых действий на территории Украины. А через месяц Королевский суд Джерси по запросу местных властей заблокировал его активы. Речь шла не о каких-то абстрактных счетах. Под арест попали 5,3 миллиарда фунтов, включая 1,4 миллиарда от продажи Челси, которые публично обещали направить на помощь Украине. С этого момента деньги превратились в инструмент давления. Формально, в рамках расследования, не являются ли эти суммы доходами от преступной деятельности? Чтобы понять, почему эта жалоба в Европейский суд так опасна для Лондона и Джерси, нужно вернуться к обвинениям, которые легли в основу заморозки. В документах, с которыми работали власти Джерси, Абрамовича связывают с предполагаемыми коррупционными выплатами еще в 90-х, когда на базе Сибнефти выстраивалась нефтяная империя. Отдельно фигурирует эпизод с продажей Сибнефти в 2005 году за 13 миллиардов долларов и подозрение, что часть капитала, осевшая на Джерси, это результат отмывания денег. Вторая линия – уже эпоха санкций. Следователи на острове изучают переводы и передачу активов после того, как олигарха официально включили в санкционные списки. Джерси играет в эту игру не в одиночку. Остров – зависимая от британской короны территория. И решения местного суда вплетены в общую санкционную машину Великобритании. Заморозка активов Абрамовича на сумму более 5,3 миллиардов фунтов стала прямым следствием британских санкций. А сами деньги, особенно средства от продажи Челси, давно стали предметом спора между Лондоном и Джерси о том, кто и как сможет ими распорядиться. Пока политики на публике говорят о помощи Украине, за кулисами юристы меряются полномочиями и пытаются закрепить контроль над этим массивом капитала. Абрамович тем временем не сидел сложа руки. Он собрал тяжелую юридическую команду, в которую вошли бывший теневой генеральный прокурор Англии и другие крупные юристы, и начал постепенно отжимать позиции властей Джерси прямо в их же судах. В начале 2025 года он получил разрешение подать отдельный иск против властей острова. Речь уже шла о предполагаемом преступном сговоре вокруг расследования и блокировки активов. Осенью 25-го суд Джерси обязал местные власти раскрыть переписку с британским правительством и командой Абрамовича и даже компенсировать ему часть судебных издержек, назвав их действия чрезмерными и указав на удаление части данных о прежних контактах. Это был первый серьезный пробой обороны. Не окончательная победа, но сигнал. Суду на острове не понравилось, как власти ведут эту игру. Ключевая петля этой истории именно то, что сегодня выходит за пределы Джерси и Лондона. Теперь Абрамович бьет не только по отдельным решениям местных судов, но и по самой архитектуре санкционного преследования, заходя в Европейский суд по правам человека. В жалобе он указывает на нарушение статьи 6 Европейской конвенции «Права на справедливое судебное разбирательство». Расследование тянется годами, активы заморожены, но ему не предъявляют обвинений и не дают прозрачной процедуры, которой можно было бы пройти и закрыть вопрос. Юристы миллиардера также говорят о возможном нарушении статьи 8 о вмешательстве в частную и семейную жизнь, учитывая публичные заявления властей Джерси и клеймо «коррупция и отмывание без приговора». Но самое интересное в этой ситуации не сама жалоба в Европейский суд, а то, что последует, если суд примет ее к рассмотрению и встанет на сторону Абрамовича. Это автоматически поставит под удар не только действия Джерси, но и практику британских властей, которые через санкции фактически научились блокировать огромные состояния без классического уголовного процесса. Любое решение ЕСПЧ в пользу Абрамовича создаст прецедент, которым смогут воспользоваться и другие фигуранты санкционных списков. Оспаривая заморозку активов под лозунгом «лишили права на суд», но уже наказали рублем. Тем временем сами деньги продолжают работать, но не для Абрамовича. Выручка от продажи Челси лежит на счете в банке Barclays, набирает проценты и уже выросла примерно до 2,4 миллиардов фунтов. Формально они по-прежнему заморожены, а их судьба напрямую зависит от исхода расследований судебных тяжб в Джерси и теперь уже в Страсбурге. Для Киева это означает одно – обещанные миллиарды остаются недосягаемыми. До тех пор, пока спор о том, являются ли эти средства грязными, не будет решен хотя бы в одной из юрисдикций.
За официальными формулировками про отмывание и коррупционные платежи в этой истории просвечивается главный страх западных властей. Если признать, что против отдельного олигарха санкционный механизм был применен с нарушениями, придется объяснять, где заканчивается борьба с теневыми деньгами и начинается политически мотивированная конфискация частного капитала. И именно поэтому жалоба Абрамовича в Европейский суд по правам человека – это уже не просто битва за 5,3 миллиарда фунтов, а потенциальный удар по всей системе, которая последние 4 года замораживает счета быстрее, чем успевает формулировать обвинения.